Добрый день, мои уважаемые подписчики. Сегодня я вам предлагаю новый расклад. Приближается новолуние, потому самое время посмотреть, а что же принесет новый лунный цикл. Обычно такие расклады делаются накануне. И сегодня я вам предлагаю, как обычно, 3 варианта. Будет у нас 5 вопросов. Что надо отпустить в новом лунном цикле, что надо еще оставить, и это поможет или еще надо с этим поработать, что придет в новом лунном цикле, какие новые энергии, может быть, события, люди, помощники, может быть, это какие-то люди, а может быть и даже силы Вселенной, а также, в принципе, это все ресурсы этого лунного цикла, которые можно использовать для достижения своих целей. Ну и главный урок, который дан на этот лунный цикл. Ну а последняя карта, как обычно, совет, рекомендации вам в этом лунном цикле. Итак, первый вариант. Что же нам покажут карты? Итак, что надо отпустить в новом лунном цикле? Наверное, надо отдохнуть. Карта нам показывает, что работа, дело, конечно, серьезное, без нее мы никак обойтись не можем, но сегодня надо отпустить. Может быть, отпустить взаимодействия, контакты, которые у вас на сегодняшний день существуют, и посвятить время себе. Может быть, уединиться, побыть в одиночестве и поразмышлять о том, что со мной происходит, а может быть и построить какие-либо планы. Что надо еще оставить? И, может быть, это поможет, да, вам о какой-то степени поработать. Оставить нужно, наверное, вот ваши некие ограничения, да, то есть вот когда вы все-таки чувствуете границы, не допускаете никого в личное поле, в личное пространство, лишний раз не раскрываться перед кем-либо, каким-либо человеком или какой-либо ситуацией. То есть все равно соблюдайте вот эти вот некие, скажем так, ограничения, которые вам помогают более комфортно жить и проходить разные жизненные ситуации. Третий вопрос. Что придет нового в лунном цикле, новые энергии, события или люди? Ну, я думаю, что, наверное, это некие эмоциональные состояния придут. Может быть, это люди знакомые, которые принесут вам эти эмоции. Может быть, люди, которых вы хорошо знаете, но давно с ними не встречались. А может быть, это люди, в том числе из прошлого, которые вам принесут что-то новое в эмоциональном плане. Энергии прошлого, да, энергии, то, что вам хорошо знакомо. Помощники, то есть люди, может быть, силы, которые вам будут сопутствовать. Помощники, ну, это ваш дом, это ваша семья, это ваши, скажем, ваша стабильность. Как говорится, мой дом, моя крепость. То есть, в первую очередь, это, конечно же, ваши близкие, ваша семья. Опирайтесь, не забывайте, что рядом с вами люди, которые вас любят, о вас переживают. И они как раз являются вашим ресурсом. Ваш дом – это тоже ваш ресурс. И, естественно, если вы будете советоваться с вашими домочадцами, поддерживать друг друга, то это вам в целом пригодится в дальнейшем, и это станет вашим ресурсом. Какой же главный урок вам нужно пройти? Да, действительно, не всегда мы с вами выходим из каких-либо жизненных ситуаций, скажем так, на высоте, на коне. Иногда мы проигрываем, иногда у нас что-то не получается, иногда что-то не складывается. Ну и нужно понять, что не все, как говорится, мне по плечу на данном этапе. Сегодня у меня не получилось, а завтра, возможно, я смогу выполнить и возьму эту высоту. Ну, еще урок, что понимаете, что иногда бывают люди, которые не всегда хорошо могут по отношению к вам отнестись, могут вас подставить, могут вам сделать какие-то нехорошие моменты, принести в вашу жизнь неприятности. Будьте готовы и к этому. Какой же совет вам от нашей Луны? Главное коммуникации, да? То есть постарайтесь все-таки не терять взаимодействие, как нам расклад показал, в первую очередь это взаимодействие в семье. Сохраняйте любовь, доброту,
нежность в своей семье. Не теряйте все эти моменты. Это ваши ресурсы, которые вас сопровождают в течение ближайшего времени. Ну и, как я уже сказала, поменьше работы, а побольше теплых семейных вечеров и семейного отдыха. Спасибо большое. Приглашаю, как всегда, на расклады. До свидания. А впереди у нас второй расклад. Сегодня мы говорим о приближающемся новолунии и смотрим, как это новолуние может на нас повлиять. 5 карт, 5 вопросов. Ну и шестая карта, как обычно, раскроет нам совет от Вселенной. Первый вопрос. Что надо отпустить в новом лунном цикле? Отпустите то, что вас раздражает, то, что вам не нравится. Отпустите ваши негативные мысли, какие-то агрессивные состояния, желание все быстро изменить и все быстро преобразовать. Может быть, у вас не сразу же это все получится, но тем не менее это очень важно. То есть успокойте себя, гармонизируйте себя, не ведитесь на вот эти резкие, бурные эмоциональные состояния, которые могут приводить к неадекватным действиям. Вот это нужно отпустить в новом лунном цикле. А что надо еще оставить? Вот то, что надо сохранить. Вот это чувство любви, чувство наполненности вот этими замечательными чувствами. Когда мы кого-то любим, кого-то обожаем, кого-то ценим, да, вот это вот как полный кубок, посмотрите, пусть из вас выплескиваются эти позитивные энергии, энергии любви. Сегодня в этом цикле лунном это очень важно для вас. Любите и будьте любимы, но в первую очередь вы дарующий любовь. От вас должно исходить это изобилие. Третье. Что придет нового в лунном цикле? Новые энергии, новые события, люди. Будут рядом проходить люди, которым будет крайне интересно с вами пообщаться, познакомиться. Наверное, это связано с вашими эмоциональными состояниями. Да? Вы наполнены любовью. Карты нам об этом говорят. Но будьте осторожны. Может быть, эти рыцари, которые к вам придут, или принцессы, они скорее будут желать более легких отношений, скажем так, которые бы вас не настраивали бы на что-то серьезное. Ну, если вам хочется, то, может быть, где-нибудь стоит немножко погулять, расслабиться, пофлиртовать. Будьте готовы, но это легкий формат взаимодействий. Следующее. Помощники, люди или силы, то есть ресурсы, да, ресурсы в вас. Очень сильная карта, называется она Дьявол. Она имеет двойственное значение. Я, наверное, ее протрактую сегодня именно с позитивной, на мой взгляд, позиции. То есть кто поможет? В первую очередь это мой потенциал, то, что во мне заложено, то, чем я отличаюсь от всех. Это мои индивидуальные характеристики и моя уникальность. Может быть, кто-то умеет красиво вышивать, кто-то умеет рисовать, кто-то увлекается музыкой. У каждого из нас есть вот этот вот необычный потенциал и ресурс. Так вот, как раз карта сегодня говорит, что помощником вам станет, безусловно, вот этот внутренний ваш потенциал в этом лунном цикле. Реализуйте его для достижения своих целей. Ну, а если с негативной, может быть, отчасти, да, с более темной точки зрения, то это темные силы на вашей стороне в этом цикле. Они вас будут поддерживать. Поэтому будьте готовы ко всему. Следующая карта. Главный урок, который дан на этот лунный цикл. А главный урок: перешагните себя, выйдите на новый уровень, чтобы не остаться в некой духовной, скажем так, пустоте, материальной бедности, может быть, в каких-то непройденных уроках. То есть выйдите на новый уровень, уйдите от старого, да, приобретите какие-то новые характеристики, может быть, как раз через реализацию. Наполнитесь любовью, да, через общение, не отсекайте эти общения и реализуйте себя, свой потенциал, и тогда вы перейдете на новый уровень. Выйдете из пятерки, да, вот такой грустной немножко карты, выйдете совершенно на новый уровень, когда вы станете человеком не берущим, а отдающим и творящим.
Что же нам Луна рекомендует для второго варианта? От чего нужно отказаться, да, то есть задайте себе вопрос, от чего же мне нужно отказаться, и может быть стоит что-то поменять в жизни, убрать то, что вам мешает, и наполниться вот этим новым, замечательно новым, которое вас будет воодушевлять и развивать. Поэтому поразмышляйте. Первая карта нам сказала, да, отсеките что-то, да, но сделайте это спокойно, не агрессивно. Итак, хороших выходных, замечательного новолуния. Приходите на индивидуальные расклады, всегда рада с вами пообщаться. Это был второй вариант. Впереди наши троечки. Давайте посмотрим, что же нам расскажут карты. 5 вопросов. Поговорим о приближающемся новолунии, что вас ждет в новом лунном цикле. И первый вопрос. Что надо отпустить в новом лунном цикле? А, наверное, отпустить ненадолго, может быть. Отпустить вашу мечту какую-то, которой вы прямо горите и постоянно об этом думаете. Отдохните немножко от этих мыслей. А может быть, стоит отпустить желание куда-то далеко поехать. И это тоже здорово. Сегодня, может быть, есть потенциал здесь открыть себя и раскрыть себя в том месте, где вы живете. Но так или иначе, передохните, дайте себе передышку. Что надо оставить и с чем еще поработать? Здесь, наверное, карта замечательная. Надо обратиться за советом к кому-нибудь, к очень хорошему, мудрому человеку, может быть, к учителю, а может быть, черпать мудрость в самом себе. Почитать книги, посмотреть интересные фильмы, познакомиться с интересными людьми. Вот это нужно все оставить. Не уходите в одиночество, не огорчайтесь, что сегодня ваша мечта еще не сбылась. Да? Третье. Что придет нового в лунном цикле? Новые энергии, новые события и люди. Я бы сказала, что новое, наверное, не совсем новое, это ваша семья, может быть, близкие приедут, может быть, вы не очень сильно рады этому приезду, но тем не менее с вами хотят увидеться ваши родные, близкие люди, которые, может быть, далеко живут от вас, а может быть, просто вы давно не виделись. Четвертое. Помощники. Люди или силы. Помощником для вас может стать, например, если у вас живы-здоровы родители, то ваш отец. На сегодняшний день он наполнен энергией и готов с вами поделиться этой энергией, этими силами, своими ресурсами. И стоит обратиться к нему, как раз, может быть, за каким-то мудрым советом. А может быть, это ваш муж, который тоже на сегодняшний день имеет очень мощную энергию и готов вас поддержать в сложной ситуации, настроить вас на что-то новое, поддержать вот в этих каких-то нереализованных мечтах, просто с вами рядом оказаться. А может быть, молодой человек достаточно серьезными намерениями, о котором вы, возможно, в скором времени в новом лунном цикле узнаете. Человек, который принесет в вашу жизнь очень мощный поток энергии и удовольствия. И главный урок, который дан на этот лунный цикл, главный урок – сохраняйте свет, сохраняйте свет. И не только думайте о себе, не будьте эгоистичными, подумайте еще о ком-нибудь. Карта Солнца нам говорит, впереди для вас хороший период, но если вы не будете слишком много времени уделять себе. Каков же совет от Луны? Вам с родными и близкими ничего не угрожает. Именно в них вы найдете радость жизни, удовлетворение от жизни. Именно они подсказывают вам ответы на различные вопросы, именно они вас поддерживают в сложные ситуации, когда вам, возможно, грустно. И поделитесь своей солнечной энергией именно с близкими людьми. Всего вам хорошего в этом новом лунном цикле. Приглашаю вас на личные расклады, на консультации. Всегда рада с вами взаимодействовать. И как обычно, общий совет для всех, кто любит смотреть мои расклады от нашей великолепной Луны. Наступает период спокойствия, медитации и размышления. Подумайте, помечтайте, порассуждайте
о себе, о своей жизни. Переведите дух. Действительно, надо отдыхать иногда от той суеты, в которую мы попадаем, и окунаться в какие-то грезы, которые позволяют нам прийти к пониманию чего-то нового и реализовать себя уже в дальнейшем в каких-то новых энергиях. Впереди у вас испытание решимостью, и все начнется заново, говорит нам новолуние. Посмотрите, даже в картах проявилась наша новая луна. Все начинается заново, новый цикл даст вам новое состояние, новые эмоции, новые желания. И пусть это все, что новое с вами произойдет, будет замечательным. Желаю вам всего хорошего. Как всегда, жду на личные расклады. До свидания.